Привет всем любителям геометрии! Какую потрясающую красивую задачку я для вас приготовил. Посмотрите, что дано. Дана сувенирная прямоугольная коробка, ширина которой 21, ширина меньше длины, напомню. И проведена диагональная перегородка. В одну половинку вписана, положена, помещена тарелка диаметром 14 сантиметров, а в другую половинку помещены две одинаковых равных зеленых тарелки. Ну, ясно, что все тарелки касаются сторон прямоугольника и диагонали, и нужно найти диаметр 2r этой зеленой тарелки. Ну, единственное, могу дать буковки А, Б, С, Д, если кому-то это поможет. Ну и напомнить то, что я сказал, что АБ меньше АД, иначе у нас возникает второе решение, это да, пока не нужно. Ну что ж, попробуйте привести свои решения, а я покажу два решения. Одно зрительское, второе мое. И еще два решения приложу в письменном виде, в виде статьи, которую я публикую на канале Дзен. И получится, ну, фактически 4 решения опубликованных, а то некоторые зрители подозревают, что я не очень умею решать геометрические задачки. Ну, я вам скажу так, что авторы учебников, может, не обязательно виртуозно уж решат, так как композитору, наверное, важнее сочинять красивые мелодии. И вот тренеру хоккейному, допустим, не обязательно играть лучше, чем Овечкин. Напишите, как вы думаете. Среди нас и у вас есть потрясающие, конечно, решальщики. Иногда поражаете своими решениями, конечно. Ну что ж, приступим к решению задачи. Первая часть будет общая. Мы найдем АД, большую сторону прямоугольника АД. А потом уже будем искать радиус окружности, вписанной вот в треугольничек АБД. То есть радиус зеленой окружности. Вот если это R, то найти нужно 2R, я напомню, и мы рассмотрим первым действием треугольник BCD. BCD. И поставим себе задачку найти AD. Найти AD. Ну, треугольничек прямоугольный, катится D равен АБ 21, это понятно. Радиус писанной окружности это 14 пополам 7, и надо найти BC. Можно алгебраически решать, ну, я решу геометрически. Проведу вот так и вот так, да? Радиусы в точке касания провел. Все, они перпендикулярны касательным. Получается, здесь квадратик всем известно, отрезки касательных, проведенных из одной точки к окружности, равны между собой. Все, поэтому напишу здесь семерочка, здесь семерочка, здесь семерочка. Ну, почему квадратик? Сразу прямоугольничек, все углы прямые. Ну, и соседние стороны равны как радиусы. Все, квадрат. Все нормально. Итак, сколько будет вот эта сторона у нас? Вот эта сторонка. 21 минус 7, 14, правильно? 14. Ну, сколько тогда будет вот эта сторонка? Ну, тоже 14, правильно? Те две стороны я обозначу, вот эту сторону от B до точки касания 7, x, и вот это будет у меня x, правильно? X. X. Тогда BC будет x плюс 7. Вот именно это я хотел сказать. То есть один катет BC x плюс 7, второй катет BD 21, а сколько гипотенуза? Ну, это будет x плюс 14, да? X плюс 14. Ну, Пифагор. Пифагор, правильно? Это такая общая вещь вот, даже на хорошо или даже на посредственно. Пишут многие зрители. Они такие жестокие, они думают, что в школе там такие гении. Сходите, посмотрите. Будете очень удивлены. Вот так. Х квадрат уничтожится, там все приведется, получится 21. Х 21. 21 и 7, 28. BC, значит, AD 28, все удаляю. Вот это первый шаг, который все сделают. Это 28. И BD будет, я напомню, 14 до точки касания плюс 21, 35. 35. Ну все. И здесь начинается самое интересное. Стороны треугольников, каждого из равных треугольников равны 21, 28, 35. Все понимают, любители геометрии, что это египетский треугольник. Египет. А какой египетский? Это 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3 в квадрате плюс 4 в квадрате равно 5 в квадрате. Ну, прямоугольный. Вот древние египтяне использовали его для построения прямого угла. Ну, ладно. Чем? Значит, это интересный треугольник. Подобен, он в 7 раз больше. Для тех, кто, может быть, не в теме, я скажу, вот взяли 3, 4, 5, треугольничек, умножили на 7.
каждую сторону. Получили 21, 28, 35. Ну все, объяснили, больше не возвращаемся. Теперь посмотрите, чему равен радиус окружности, вписанной в 3, 4, 5 в египетский. Есть формула А плюс Б минус С пополам. АБ катет С гипотенуза. Только, ребята, для прямоугольного. 3 плюс 4 минус 5 пополам единичка. Ну все, в 3, 4, 5 единица, а в 21, 28, 35 семерка. В 7 раз больше. Все понятно. Ну что интересно, посмотрите. Здесь катет меньше, в 3 раза больше радиуса. Второй в 4 раза, гипотенуза в 5. То есть если у нас есть радиус R, вписанный в какой-то египетский треугольник, то меньше катет будет 3R, больше катет будет 4R, а гипотенуза неизбежно 5R. Я еще раз подчеркну этот момент, он связан с решением, что в египетском треугольнике гипотенуза в 5 раз больше радиуса вписанной окружности. На этом мы построим уравнение. Итак, внимание. Теперь решение, первый способ. Способ 1. Способ номер 1. Адепт, зритель наш замечательный, если правильно, по-моему, написал. Он предлагает такое решение. Посмотрите, пожалуйста. Он предлагает переместить первую окружность с центром О1 так, чтобы ее центр попал в центр О2 второй окружности. При этом АБ касательная тоже должна переместиться. Давайте я нарисую этот перенос. Фактически метод параллельного переноса. Вот отрезочек О1, О2, он параллелен БД. Это понятно, потому что радиусы будут одинаковые, перпендикулярчики, все дела. Поэтому О1 мы переносим в О2, и при этом АБ катет, перейдет в какой-то катет А1, Б1. Я его нарисую сейчас. Это очень просто. Давайте розовым. Хорошо? Все будем розовым такое дополнительное. Перешел, да? Ну ладно, пойдет. Пойдет. Здесь прямой уголок, здесь. Поскольку у треугольника АБД египетский, треугольники эти подобны, наш тоже египетский. Египет. Отметим. И вот вопрос очень интересный. Посмотрите, это точка А1, Б1. Чему равно ББ1? ББ1. ББ1 равно О1, О2. Согласны? И точка Б переместится по прямой, параллельной О1, О2. В том же направлении, значит, на то же расстояние. Ну, а О1, О2 состоит из двух радиусов R и R, 2R. Вот получается, что отрезочек B, B1 равен 2R. Верно? Верно. А сколько тогда будет отрезок B1D? Ведь BD 35 мы нашли. А это 2R. Это будет 35 минус 2R. 2R. Ну вот, собственно, и все. Теперь в треугольнике, вот в этом, в египетском, гипотенуза в 5 раз больше радиуса. Верно? Вот этот радиус у нас. Вот, это радиус. И мы скажем, что 5R это гипотенуза с одной стороны, и 35 минус 2R с другой стороны. Отсюда 7R равно 35, R равно 5, и задача решена. Все. Ответ. Ответ на вопрос задачи. 2R равно 10 сантиметров. Это диаметр зеленой тарелки. Вот такое замечательное, я считаю, решение. А теперь способ 2. Способ 2. Способ номер 2. Ну, это пусть будет мой. Скромно напишу Казаков. Казаков. Я напомню, ребята, что у нас есть треугольник египетский, Египет, и радиус равен R, то меньше катет будет 3R, больше 4R, а гипотенуза 5R. Ну, как определить меньший катет? Он лежит против меньшего острого угла, правильно? А у нас АБ меньше АД. Отсюда все и решено. АБ меньше АД по условию. Я об этом сказал в начале. Итак, смотрите, что я сделаю. Решение будет, ну, можно сказать, в одну строчечку. Я проведу общую касательную двух зеленых окружностей.
И совершенно очевидно в данном случае, что она будет перпендикулярна общей внешней касательной, то есть прямой БД. Ну, представьте себе прямую, на ней стоят две касающиеся окружности одинаковые, и вы проводите вот разделяющие их общую касательную. Ясно, что она будет перпендикулярна. Ну и что я получаю? Я получаю два равных треугольничка. Хотя это не так уж и важно, что они равны. Важно, что они египетские, и радиус окружности, вписанный в них, равен единичке. Отсюда и следует, что они равны. М, К, П. Видите эти равные треугольнички? Сейчас я их выделю вам. Вот этот треугольник БКМ равен треугольнику ПКД. Я запишу это. Треугольник БКМ, пока вы думаете, равен треугольнику ПКД. ПКД. Ну, оба они египетские. Они подобны треугольнику АБД. Ну, почему это? Ну, вот этот уголок и этот уголок равны, поскольку дополняют угол Б до 90 градусов. Это так на всякий случай. Но самое главное, что радиусы окружностей, вписанных в эти треугольники, R и R. R и R. О, то есть они могут быть подобны, радиусы вписанных окружностей равны R и R, значит, коэффициент подобия единичка, они равны между собой, но это несущественно. Важно, что вот этот тогда катет меньший будет равен 3R. А вот этот катет больший, второго треугольника 4R. Ну, что и АК 4R. Правильно? И 3R плюс 4R равно BD. 3R плюс 4R равно 35, R равно 5. Ну, вот так мы решили эту задачку. Ответ тот же получился нормальный. Присылайте свои замечательные решения. 2R равно 10 сантиметрам. Это диаметр зеленой тарелочки. И у нас осталось, по-моему, 50 зрителей до 40 тысяч подписчиков на Ютубе. И вот если бы узнать, кто будет 40-тысячным, если можно это как-то узнать, если кто-то узнает, что он 40-тысячный, пришлите это в комментариях, напишите, мы свяжемся, я вышлю вам комплект своих книжек по геометрии, а я с вами прощаюсь. Праздников вам хороших, до новых встреч. С вами был Валерий Казаков, пока.